Всем привет! Вы на канале Польза.нет. У этого дела это Redmi Note 13 Pro 5 Plus 5G Global Edition. Есть защита от влаги IP68, и значит мы его сейчас будем топить. Вот они, 60 Гц экранов простое. Напоминаю, что мы уже топили китайскую версию данного смартфона. С ней ничего не произошло, и, разумеется, так не стоит делать. Разумеется, это еще в каком-то смысле гидроудар, но это все с одной стороны. С другой стороны, кстати, вот сейчас подсъем идет на iPhone, но потом больше половины подсъема, вот он сбросил съемку. Больше половины с подсъема на данный ролик будет на Samsung S24 Ultra, кому интересно. И вот так вроде бы он выжил. Не знаю, за Xiaomi мне не страшно, наверное, потому что он $300 стоит, а не 550, как Nubia Z60 Ultra, который у меня после утопления погиб. Вот так. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G Global. Да, это не смешно звучит, потому что очень длинное название, но что имеем. На данную модель я уже делал обзор, наверное, около полугода назад на канале. Это была китайская версия, сейчас у меня в руках глобалка. Мы ее с вами уже прожаривали на канале для стримов. Всем, кому нужны пруфы, как все это дело отрабатывает. Допустим, здесь рандомно отрабатывал у меня экран. Когда я его тестировал отдельно, он у меня показывал 1100 люксов в максималке. Когда я делал это на стриме, 1800 люксов в максималке. 200 мегапикселей камера в 4К 30 FPS снимает основной модуль. Разумеется, есть ультраширик. Разумеется, фронталка снимает в неплохих 1080p 60 FPS, что значительно лучше, чем у третьего эшелона 4К 60 или 30 FPS. Поверьте мне, увидите в примерах. Разумеется, я нафотографировал на него просто море фотографий. В моей личной телеге сможете их посмотреть. Сравнил для вас сегодня его с смартфоном в этом ролике S24 от Samsung. Понятно, что тот больше, чем в 2 раза дороже. Но я думаю, вам будет интересно чисто технически, стоит ли вообще смотреть на подобные смартфоны, если вам нужна хорошая камера для видеосъемки. Если говорить о его особенностях, 7200 Ultra процессор, в принципе, баллов в Antutu достаточно, чтобы сказать, что тормозить он не будет более 700 тысяч. Если говорить про экран, к сожалению, он у нас слегка с закругленными краями, но кому-то, может быть, это не мешает. Разумеется, в комплекте идет зарядка на 120 Вт, и за каких-то там 20 минут на 80% он у вас зарядится. Разумеется, можно запихивать 2 симки. Многие мне писали, что Саня, здесь есть еще и eSIM в глобалке. И за такие деньги у вас и защита от влаги IP68, вы вначале видели, как я его топил, и еще и eSIM, и какой-никакой, но 10-секундный Always On Display. Вроде бы все хорошо, да? Но хорошо ли это? И насколько хорошо, вы узнаете, как всегда, в ролике. Подписывайтесь на канал с колоколом, смотрим. Распаковка. Поставляется этот смартфон в белой коробке с названием модели и краткими характеристиками. Все стандартно, ничего необычного. В комплекте мы имеем ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты, краткое руководство, хороший силиконовый чехол, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, блок питания на 120 Вт и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес смартфона составляет 200 граммов, а габариты 161 на 74 на 9 мм. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно, разумеется, это 5 Mi Band 8 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к обзору. Напоминаю, что на китайскую версию у меня был обзор на канале много месяцев назад, так же, как и на остальные модели в этой линейке, на часть глобальных даже. В продаже здесь есть белая расцветка, черная и фиолетовая, вставками из разных цветов. В плане дизайна все хорошо, так как смартфон выглядит аккуратно, но со своей запоминающейся чертой. К сожалению, рама выполнена из матового пластика, а не из металла. Тыльная часть же стеклянная. Собран смартфон хорошо, особых претензий к качеству материалов нет. Ко всему, смартфон имеет защиту от влаги по стандарту IP68. В начале ролика вы видели, как смартфон справляется с утоплением. По эргономике тоже все неплохо. Смартфон в руке лежит очень даже комфортно. Одной рукой пользоваться в целом можно. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0,
микрофоны и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Правда, с перекосом по звуку, и я их волшебными не назову точно. Для беспроводных устройств Bluetooth кодеков достаточно, к слову, установлен Bluetooth чип версии 5.3, хотя много где уже 5.4 ставят, уже давно. Вибромотор линейный по оси X, тактильно приятный, настраиваемый, но точно не флагманский. ИК-порт в наличии, а вот миним-джек отсутствует на 3,5 мм. Летим дальше. Смартфон оснащен Crystal Res AMOLED дисплеем на 1,5К на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass Victus. Хотя напоминаю, что защитная пленка от завода на экране быстро покрывается пузырьками. Экран изогнутый, рамки небольшие, как и подбородок, но загиб тоже не огромный, не как в некоторых смартфонах, что появляется прям лютое искажение. Характеристики экрана следующие: контрастность 5 миллионов к 1, плотность пикселей 446 ppi, цветовой охват 100% DCI-P3+, плюс есть поддержка Dolby Vision, HDR10+, технологии затемнения PWM на 1920 Гц, а также экран имеет 3 сертификации TUV Rainland, защита зрения. Результаты замера шума оказались хорошими, шум выше 20% не поднимается. Далее, пиковая яркость 1800 нит, по моим замерам экран выдает эти 1800 люксов. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, а в настройках можно включить автоматический режим или меньше частоту. Мгновенная частота дискретизации касания 2160 Гц. Тест на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране. Все стандартно, но экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Always on Display в наличии, но только 10-секундный, что, разумеется, не радует. Как всегда, обрезанный AOT. Вы же всего-то каких-то там 300 с лишним долларов платите, да? Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Завести можно до 5 отпечатков пальцев. Сканер работает хорошо, но изредка проскакивают промахи, что можно сказать и про распознавание лица. Но в этом случае все более корректно и удобно. Можно зарегистрировать биометрические данные двух лиц. Минус за то, что система безопасности пропускает один отпечаток пальца несколько раз, так как завести один и тот же отпечаток пальца несколько раз у вас не составит труда. И мне это не нравится. В других смартфонах, других брендов такого нет, а у Xiaomi есть. Процессор MediaTek Dimensity 7220 Ultra с техпроцессом 4 нанометра и 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,8 ГГц. Графический процессор Mali G610. Оперативная память LPDDR5 на выбор 8-12 ГБ. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 256 или 512 ГБ. Интерфейс MIUI 14 на базе Android 13 версии. Жаль, что нет 14 версии. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, хоть и в программах показывает 6E серию. Поддержка eSIM, 5G, 4G сетей и ниже. Для 4G сетей в Global версии все бенды на борту. У меня связь смартфон ловил отлично, датчик приближения вообще не подводил. Запись разговоров в стоке, правда, отсутствует. Напоминаю, что запись без уведомления собеседника есть только в китайских версиях данного девайса. NFC бесконтактная оплата на борту, разумеется, устанавливаем МРП и платим. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 1 метра. Переходим к аккумулятору. Аккумулятор здесь на 5000 мАч. В PC-марке устройство выдало 7 часов 53 минуты. Это очень даже круто, потому что это тест проводился на максимальной яркости и максимальной герцовке экрана, и смарт яркость не сбросил. С 0 до сотки от родного адаптера питания в 120 Вт он заряжается у меня в среднем за 27 минут, притом от 0 до 76% за 19 минут. То есть считайте, за 20 минут вы получите 80% зарядку смартфона. Это круто. Беспроводную зарядку, как и беспроводную реверсивную зарядку, смартфон не поддерживает. За 1 час просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi у меня уходит в среднем 4% зарядов. За 1 час в играх в среднем уходит 21% заряда, притом это касается и Геншина, и PUBG, но проходит все довольно плохо. Я вам расскажу в конце или посмотрите на канале для стримов. Перейдем же к тестам. В тротлинг-тесте смартфон выдал 191 гипс максимально, 187 гипсов в среднем и 157 гипсов минимально при 100 потоках на 60 минутах. В Geekbench в синглкоре он выбил 1111 баллов, в мультикоре 2635 баллов, в GPU-скоре 3240 баллов. Это не особо хороший результат, потому что это примерно на уровне Poco F3 или Redmi Note 20 Ultra. То есть понятно, да, мощность. Насчет 3D-марка. Все прошло без морозилки, притом с очень хорошей устойчивостью. В слингшоте выбил 6382 балла, слингшот Extreme на максимум, Wildlife в стресс-тесте 4260 баллов с устойчивостью, повторяюсь, 98,8%. Сколько в остальном выбил, вы видите, результаты прямо супер. В Antutu выдал результат в 711 тысяч попугаев, в Storage-тесте показал 70 тысяч, что довольно хорошо для этого типа памяти. Стресс-тест прошел плохо, результаты вы видите на экране. Все, что нужно знать про этот процессор, да? Далее, основной сенсор здесь
Samsung ISOCELL HP3 на 200 мегапикселей с апертурой 1.7, оптической стабилизацией, сверхширик Sony IMX 355 на 8 мегапикселей с апертурой 2.2 и углом обзора в 120 градусов, плюс есть макросенсор на 2 мегапикселя. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана, максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 60 fps. Короткие примеры вы сейчас увидите. Ну вот и не говорите мне, что вам не интересно. Это 4К 30 fps на Xiaomi Redmi Note 13 Pro плюс 5G, 4К 30 fps и 4К 60 fps на Samsung S24. Вот за что вы переплачиваете в 2 раза. Но мы сейчас еще усложним задачу. Теперь это Samsung S24 в 4К 30 fps и тот же Xiaomi Redmi Note 4, Redmi Note 13 Pro плюс 5G. Но все равно я вижу почему-то на Redmi Note лютые фризы, в отличие от Samsung. Может быть, это все будет по-другому. Притом, ну, разумеется, сам сможет на ультраширик переходить в этом режиме. И ультраширики 1080p 30 fps у Samsung и у Xiaomi, но единственное, разумеется, у Samsung можно снимать в 4К, но не будем. И телевик. Это просто, чтобы вы понимали, насколько большая разница в устройствах класса в 2 раза стоимости. Хотя, с другой стороны, учитывая, сколько в ритейле стоит Redmi, можно, в принципе, подумать о том, чтобы докинуть и купить где-нибудь на Авито Samsung. 1080p 60 fps против 4К 60 fps Samsung и Xiaomi. Так, здесь я сравниваю основные модули 4К 30 fps. Понятно, что Samsung может больше, но, как говорится, мне интересно. Почему я делаю такой обзор? Потому что мне интересно. Так как на Xiaomi уже много кто делал обзоры, много кому они посылали, много кто, не знаю насчет того, кто сам покупал, но кратко, правильные цвета у рубашки, у пола, если это поло можно назвать, у Samsung и Redmi, конечно. Непонятно, за что они хотят такие деньги. Я вообще не понял этот смартфон, ни с точки зрения игровых каких-то возможностей. Обязательно смотрите прожарку на лайв-канале, ни с точки зрения фото и видео возможностей. И фронталочка 1080p 60 fps. Тоже небольшая такая тестировочная прогулка. Возможно, кому-то и не надо будет ничего круче, но вот она разница все-таки в устройствах, в стоимости в 2 раза. Ну и понятно, что Samsung это вообще компакт по сравнению с этим устройством. И еще немного 4К 30 fps на основном модуле. Ультраширик может быть у Samsung и телевик может быть у Samsung. Вот так вы сможете снимать против солнца. Так сможете снимать в движении кого-то, чего-то. И так, если сами будете двигаться, живность, допустим, встали, поснимали. Но в целом и так ясно, насколько хорошо снимают смартфоны. Вам может быть и того, и другого достаточно, но мне самому интересно, что какие-то 30 fps у Redmi, если честно, странные. Прям очень странные. Специально на фронталке выставил 1080p 60 fps для обоих смартфонов, для того, чтобы вы постарались увидеть разницу. Если вам нужны 1080p 60 fps, то по большому счету, наверное, в несложных условиях разницы вы и не увидите. И это хорошо. Или увидите. Видите разницу в 1080p 60 fps? Я вижу. Печаль. Еще немного видео в 4К 30 fps. Вот напишите, вы видите, что тормозит Xiaomi? Картинка, как будто выпадают кадры или нет? Я вижу. 4К 30 fps, мало лифтов не бывает. Да? Ха-ха. Они надеялись, что один лифт и все? Нет. Не все так просто. Samsung против Redmi. Но сейчас прям печальное освещение. Поэтому обоим смартам нелегко приходится. Нелегко. Ну и несложно. Вот так примерно сможете себя снимать в лифте. Еще одном. Чем больше разных лифтов, тем лучше. Напишите, кто смотрит сравнение. Кто смотрит сравнение? Или я зря их делаю? 4К 30 fps, оба смарта, ночь,
У меня четкое ощущение, как будто я делаю какую-то бесполезную вещь. Пожалуйста, это как это называется? Сейчас. Синдром самозванца. Что это никому не надо. Вот, фокус Samsung почему-то терял. Вот так, если очень плавно, ночью с протертыми камерами вы сможете снимать на эти два смарта. Разумеется, 1080p 60 fps ночь. Фронталочечки. Что же, 4К 30 fps. Съемка с двух рук. Дошли мы до нашего любимого коня. И вот так вы сможете снимать. Но я сейчас вижу лютый засвет на Redmi. Но не факт, что вы его увидите тоже. Будем надеяться, что нет. Но если да, то опять же ничего удивительного. Напоминаю, что помимо основного модуля ультраширик и телевик, разумеется, у Samsung работают тоже 4К 30 fps и 4К 60 fps. Ну вот так. Фронталку тоже чуть-чуть в 1080p 60 fps помучаем. Не особо комплементарно, но как есть. Вот так сможете себя снимать ночью. Мало примеров не бывает. 4К 30 fps. Шумы на самсе, кстати. И по цвету Redmi слишком белый. Xiaomi слишком белый. Samsung слишком желтый. Ну вот желтит. Вот здесь прям люто желтит Samsung. То есть даже близко цвета не такие. Здесь то же самое. Вот так вот ночью сможете подсъемы делать. Ну что же, начнем с сравнений. Как говорится, найдите 10 отличий. Это Samsung 35 в 23, это у нас Xiaomi 35 тоже в 23, ISO 50 здесь выставил Xiaomi, как вы заметили, Samsung выставил ISO 25. Если сравнивать эти фотографии в лоб, то кажется, что вот там у Samsung контрастность выше, фотография живее, но по большому счету я вам скажу так, что сам с цветами не угадал, он их перекрутил. В принципе, так же, как перекрутил Xiaomi. Но если посмотреть на зелень, то, конечно, ощущение поприятнее от Samsung. Хотя не намного, я вам скажу, что один рисует, что второй. Не дико, но все равно. Если говорить про замыленные края и все остальное, это уже давно смартфоны в районе $300 не делают. Но если посмотреть на зелень, обратите внимание, то здесь, конечно, по полной программе проигрывает Xiaomi. Также Xiaomi, разумеется, проигрывает в деталях, но нужны ли они вам? Тем более здесь контраст выкрутил Samsung довольно прилично. Хотя напоминаю, что сегодняшний подсъем основной на ролик, там где вы видите футажи, как называется, они были сняты на Samsung S24 Ultra в 4К 120 fps, вот вам для интереса. Ну и вот сейчас вы видите на экране все это дело и думаете, а где Samsung? Потому что Xiaomi здесь высветлила. Xiaomi теперь справа, а слева Samsung. Если вот так смотреть, то сразу даже не угадаешь. А о чем это говорит правильно? О том, что для большинства как раз деталей на крыше значительно больше, оно важным не будет, потому что даже когда ты на 30-дюймовом экране открываешь, не увеличивая, то по большому счету, что с одной фотографии, что с другой, можно много всего сделать интересного. И да, здесь, конечно, интереснее и с цветами, и с переходом цветов, но надо ли вам это? Вероятность того, что вам это надо, очень низкая, я вам скажу, особенно если вы всякими пресетами пользуетесь. В целом, что одна и вторая фотография, она прям классная. Ну а по фронталкам некорректно сравнение. Здесь, разумеется, Samsung, это сразу видно. Фотография более живая, цвета правильные, размытие вау. Здесь Xiaomi. Но сказать, что Xiaomi плохо справилась, по сравнению с Samsung, однозначно да. Без сравнения с Samsung, ну вот опять же, Sam's как вырезал волосы, тоже с недостатками. Здесь, конечно, вообще мракобесно, но не люто мракобесно. Фотография смотрибельна. Здесь задний фон просто мольберт. Здесь попытка размытия красивого, притом неплохая. Если границы брать, вот так вырезал, получается, Xiaomi, так вырезал против солнца Samsung. Все исходники в моей личной телеге смотрите, сравнивайте. Это, конечно, небо и земля по качеству фотографий. И, к слову, сравнительных фотографий намного больше в моей личной телеге. Я здесь просто по вершкам, как говорится, пробегу. Здесь, я думаю, вы все сразу прекрасно догадались, что справа у нас Xiaomi. Вы ощущаете?
То есть вот он, Samsung хваленый. Берем ночь, неудачная какая-то фотография и все. А удачных, я вам скажу, с этого ракурса у меня не получилось. Вот такая вот магия электронов. Ну что, как говорится, на коне или в каком-то другом месте. Вот сейчас я вам не показываю, где что, угадайте, что где. И вы, конечно, удивитесь, потому что справа Samsung, а слева у нас Xiaomi. И в этом сценарии, видите, мы уже нормально встали, не дергаясь. У нас получилось, чтобы Samsung победил. Насколько это хорошо, ну, опять же, это как раз характеризует, что все в ваших руках. И если у вас нормальный смартфон, это не гарантия качества. Если у вас смартфон дешевый, это не гарантия того, что вы будете дешевле, скажем так, снимать хуже. То есть здесь лютые засветы, здесь у нас засветов нет, и сравнивать даже смысла не имеет. И две ночные фотографии в довольно комфортном исполнении. Справа у нас Xiaomi, а слева у нас Samsung в этот раз. Да, вот такой рандом мне нравится. Если говорить про работу со светом, здесь, по мне, лучше справился Xiaomi. Посмотрите на фонари. Если говорить про детали, давайте надпись Forza на мотоцикле посмотрим, то здесь все-таки Samsung лучше. И в целом впечатление от фотографий, что от одной, что от другой положительное, но по мне шарпа больше у Xiaomi. С другой стороны, Samsung выкрутил контраст. Все до такой степени на тоненького. Выбрал бы я однозначно контрастную фотографию. Но, как я люблю повторять, вот вы берете просто одну фотографию от Xiaomi или берете несколько и начинаете рассказывать, расхваливать. Вот удачное фото, и глубина здесь ощущается, и помимо этого еще края не замылены, и с цветами вроде бы все правильно. Но, как говорится, все познается в сравнении, и смартфон реально фотографирует классно. Сказать, что вы 100% будете на тот же Samsung, покупая его, фотографировать лучше, я не скажу, потому что все зависит от ваших рук правильных и правильных настроек. А в проф-режимах смартфоны уже дороже $300 позволяют делать магию и чудеса. Вот так. 4К 30 FPS. Все еще продолжаем мучить Redmi Note 13 Pro плюс 5G. И вот так вы сможете использовать этот сенсор в 4К 30 FPS. Чехол так себе, а вид, к сожалению, стандартный. С другой стороны, ну и ладно, кому-то же понравится, правильно? И, разумеется, там же немного ультраширика. Ну что, фронталочка 1080p 60 FPS, съемка с одной руки, Redmi Note 13 Pro Plus и роллинг шаттер вроде есть минимум, но вроде нет. Вам виднее сейчас. Ультраширик только 1080p 30 fps с зумом X2. Ну, с ультраширика на X2, то есть технически в 4 раза. Основа 4К 30 fps, так же как на Samsung A54, еще в большом количестве смартфонов в данной ценовой категории. Давайте зум посмотрим. X6 максимум. Вы когда-нибудь видели пиццу с червяками? С опарышами? Она есть. Всем хорошо. Фудблогинг навсегда, как говорится. 4К 30 fps. И вот так будет выглядеть Паттай Сипуин. То же самое ультраширик. Разрешение 4К 30 fps, как всегда, фудблогинг. Как мне говорят, обязательно нужно поесть перед тем, как смотреть мои обзоры. Ну, можно примеры просто видео не смотреть, да? 4К 30 fps. Наверное, надо по умолчанию 4К 30 fps. Вот сейчас, если будет другие разрешения, скажу. 1080p 60 fps. Хотя есть ощущение, что какие-то фризы. Основной модуль 4К 30 fps. Метро Бангкока. И вот такие на окраинах здесь вида. А самое главное, вот так может снимать смарт. Довольно, кстати, лояльных условиях, потому что, опять же, я стою в тени, свет рассеянный. Вот так вот ты тестируешь одно из устройств, купил, и оно и у тебя на рекламе. Ха. Вот так метро выглядит. И фронталка в метро. Основной модуль, выезд из метро.
на эскалаторе. Вот так. В довольно комфортных условиях можно снимать. И еще немного видео. Мало не бывает. Перехода 4К 30 FPS под блогинг, основной модуль. Съем легко. Ультраширик только 1080p 30 FPS. Вот такая вот смартфонная душа. Притом, смотрите, ультраширик раз. Не вижу я автофокуса. То есть его нет. И 4К 30 FPS. Виды видами, все фотографируют. К вопросу, а кому нужны эти камеры? Вот примерно, наверное, всем людям, которые фотографируют. Их здесь просто море. Селфи, обычная съемка, на пленочный фотоаппарат, на обычный. Вообще все по фэншую. Zara Home, 4К 30 FPS. Плавно. О, пойду-ка я стеклышки поснимаю. Пока меня не выгнали. 1000 рублей за ложку хотите? Прямо премиум. Хотя не премиум, но все равно норм. Передник 4. И еще всякие штучки тематические. Детские. Ультраширик 1080p 30 FPS. И фронталка 1080p 60 FPS в Заре. Надо далеко руку оттягивать. 1080p 60 FPS. Не мог я не подснять одеяло за 6000 бат. Ну, это, в общем, покрывало 9-8 тысяч. Это 15 тысяч. Та-да! Кто на что учился, да? Хотите одеяло за 15? У кого сколько одеяло стоит? У меня, по-моему, 3, и то я меня, скрипя зубами, покупал. 1080p 60 FPS. Выглядит это, конечно, очень красиво. Здесь как раз и все эти Луи Виттоны. 1080p 60 FPS. И не говорите мне, что я мало примеров видео или фото вставляю. Потому что, в принципе, по идее, это а-ля камерафон. Немного ночной съемки в 4К 30 FPS. Вот так сможете снимать ночную жизнь плавненько. Ну что, работает кондиционер, максимальное разрешение для съемки видео и попытка сделать кофе. Опять же, для Honor их будет несколько, для Redmi, на которой я тоже снимаю, она будет одна. Может быть даже несколько, не знаю. Вот так примерно вы сможете в одинаковых условиях обстановки снимать. Почему в одинаковых? Потому что напоминаю, что у смартфонов много одинаковых примеров видео у меня. И один из них, да, это стандартная гейзерная кофеварка. Может быть, не особо красиво, но единообразно. Снимаем, как все это дело вскипает, как это дело отрабатывает с светом. Кстати, несколько раз получается, несколько заходов. И единственное, у Honor мне ощущение смутное. Ну, давайте телевик используем. Не надо телевик, основа. Как мне писали, Саня, будь аккуратнее, потому что металл проникает из стенок алюминия. Все это мелочи жизни. Все когда-нибудь будем жалеть о слишком вредном образе жизни.
Может быть, даже скоро. Минусы: старенький USB Type-C разъем, урезанный АОТ и убогий процессор. За эти деньги. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Резюмирую. iQOO Neo 9 просто великолепный смартфон. Нет, подождите. OnePlus Nord 3 просто отличный смартфон. Нет, это тоже не то. Этот смарт, если брать за стоимость, которая сегодня он на распродаже 31 тысячу, это в принципе $300. Вот $300 это край. Почему $300 край? Неплохие фотографии, я бы даже сказал, в каком-то смысле классные. Есть защита от влаги IP68. Если бы не было защиты от влаги и, опять же, фотографий более-менее приличных, я бы сказал, смарт своих денег не стоит. Почему? Потому что у конкурентов есть просто море всего, и у того же Xiaomi. И говорить о том, что нужно бежать его и приобретать, вот край цены 31 тысяча рублей. Вот это прям предел. Если дороже, то аналогов, я вам скажу, лучше идите Poco X6 Pro купить или Poco X6 за 18-19 тысяч. То есть ничего супер особенного. Если бы они вместо Dimensity процессора запихали сюда Qualcomm-овский, я бы еще сказал, ну да. А так как здесь тоже рандом, какой-то перегрев непонятный при играх, сброс FPS, непонятно, что они сделали с экраном. Смартфон отличный, хороший, но по какой-то причине неясный мне супер дорогой в ритейле. За те деньги, что он в ритейле, вообще нечего на него смотреть. Сегодня, кстати, очередное доказательство, так как начиналась распродажа на Алишке на Xiaomi-шные смарты. Я Xiaomi 14 глобалки купил, хотя считаю его оверпрайсом и расскажу вам о нем. Вот это вот дело никто не покупает. И поэтому сейчас более-менее адекватные ценники. Позиционирование. Почему нет 4К 60 FPS? Почему не запихать получше процессор? Хороший смартфон. Но вау-эффекта нет, потому что у меня ощущение, что они такие полгода попродавали это железо нормально в Китае по хорошим ценам. И потом такие, ну у нас, в общем, что осталось, мы кинем это на глобальный рынок, просто завинтим ценник и срубим бабла на старом железе. Серьезно, Xiaomi? Ну, может быть, хватит вот это делать. Либо вы глобалки вместе с китайскими начинаете в одно время выпускать, либо у этого дела делайте ниже ценник. Ну, понятно, там налоги накидывайте, вот на этот налог, окей, 31 тысяча еще нормально. Ну, а в противном случае вы продаете заранее морально устаревшее железо, потому что вы его полгода уже у себя продавали нам, только за какие-то космические деньги. И делаете потом вид на распродажах, вот мы продаем вам за нормальные деньги нормальное устройство. Устройство хорошее, устройство классное, по видео, по фото и по всему остальному, но назвать его средняком у меня язык не повернется. Это такая вот усложненная чуть-чуть версия Samsung A54 с меньшей тормознутостью оболочки. Потому что защита от влаги есть, 4К 60 FPS на основном модуле есть, и вроде бы уже можно брать. В целом, свою мысль я вам донес. Обзор одним кадром будет на канале для стримов. Все тесты проводились до утопления. Девайсу от меня за 30 тысяч плюс-минус 1 тысячу рублей однозначное да. Напоминаю, кстати, в последнее время, наверное, в телеге взаимопомощи много людей приходит и говорит, я купил часы Redmi к смартфону Xiaomi. Почему-то они глючат. Часы Xiaomi к смартфону Redmi. Или Samsung к iPhone. Ну, приобретайте аксессуары для своих девайсов того же бренда. То есть есть у Xiaomi часы. Сегодня они выпустили Xiaomi Watch 3. Я китайскую версию обозревал. 11 тысяч рублей. Вот, пожалуйста. Или Mi Band 8 какой-нибудь. Поищите там в районе 3000 рублей. Вот что будет с Redmi нормально работать. Если вы будете покупать Realme к Xiaomi, не удивляйтесь потом, что у вас то микро отваливается, то сообщения не приходят. Они же специально это делают. Девайсу, повторяюсь, за 30 тысяч рублей. Да, добра и удачи вам, дорогие друзья.